В кромешной тишине космоса на борту Международной космической станции проживают совершенно неожиданные жители — микроорганизмы. Эти крошечные существа обнаружены учеными совсем недавно, но уже успели вызвать немало вопросов и интереса. Первые намеки на их присутствие были зафиксированы десятилетия назад, когда астронавты начали замечать странные пятна на стенах и оборудовании станции. Однако разгадать их тайну удалось только сейчас. Среди обитателей станции замечены бактерии рода Bacillus и грибки рода Aspergillus. Эти микроорганизмы удивляют своей приспособленностью к экстремальным условиям космоса. В невесомости и при ограниченном доступе к питательным веществам их колонии не только выживают, но и процветают. Кто бы мог подумать, что на высоте примерно в 250 миль над Землей, в условиях микрогравитации и постоянного воздействия радиации, жизнь сумеет не просто выжить, но и адаптироваться. Удивительно, но эти микроорганизмы проявляют способность к быстрому размножению и эволюции. На борту МКС они демонстрируют феноменальную живучесть, адаптируясь к постоянному ультрафиолетовому излучению и изменяющемуся уровню влажности. Их присутствие ставит ученых перед новыми вызовами и открывает неизведанные горизонты для исследователей. Вопросы остаются, как именно они попали на станцию и чем они могут быть опасны для людей на борту. Ответы на эти вопросы могут изменить наше понимание жизни в космосе и ее потенциальные формы на других планетах. Однако, прежде чем мы продолжим, давайте рассмотрим, как именно эти микроорганизмы выживают в вакууме космоса. Выживание в вакууме — секретный арсенал микроорганизмов. Столкновение с космическим вакуумом для большинства живых существ означает мгновенную гибель. Однако для микроорганизмов, обитающих на Международной космической станции, это лишь очередная возможность продемонстрировать свои невероятные адаптивные способности. Одним из ключевых факторов их выживания в столь враждебной среде является образование защитных оболочек. Бактерии рода Bacillus, например, способны формировать крепкие споры, которые защищают их генетический материал от агрессивного воздействия радиации и иссушающего действия вакуума. Грибы рода Aspergillus, в свою очередь, вырабатывают особые пигменты, обладающие свойствами экрана от ультрафиолетового излучения. Эти пигменты выступают в роли биологического щита, снижая количество повреждений, которые могут быть нанесены их клеткам. Кроме того, в условиях микрогравитации они могут изменять свои жизненные циклы, оптимизируя процессы размножения и роста. Также стоит отметить, что некоторые из этих микроорганизмов способны обмениваться генетическим материалом с родственными видами, что позволяет им заимствовать полезные адаптации и ускорять процессы эволюции. Благодаря этому свойству они могут развиваться и приспосабливаться с удивительной скоростью, избегая потенциальных угроз окружающей среды. Но как именно они находят пищу в таких условиях? Ведь без этого компонента даже самые выносливые организмы обречены на гибель. Космическая еда. Чем питаются бактерии и грибы на орбите? Продолжая свое удивительное путешествие по невидимому миру микроорганизмов на Международной космической станции, давайте разберемся, чем же питаются эти крошечные жители. На такой высоте и в таких экстремальных условиях, где недостаток ресурсов может стать смертельным для большинства организмов, эти микроскопические существа нашли неожиданные способы обеспечить себя питанием. Бактерии и грибы на орбитальной станции приспособились использовать то, что доступно вокруг них. Простые органические соединения, такие как углерод, азот и фосфор, становятся ключевыми элементами их рациона. Эти вещества присутствуют в самых различных источниках. От малейших частиц пыли до остатков пищи и даже органических материалов, включая обрывки кожи, оставляемые экипажем. Некоторые микроорганизмы научились перерабатывать и буквально выжимать последние капли питательных веществ из всего, что их окружает. Они способны разлагать пластиковые покрытия и другие синтетические материалы, которые регулярно встречаются в космическом обиталище. Благодаря такому разнообразному меню бактерии и грибы не только выживают, но и умудряются поддерживать свою популяцию в условиях, казалось бы, крайней изоляции. Более того, некоторые из этих микроорганизмов демонстрируют поразительную способность к биосинтезу, процессу, в котором они могут самостоятельно создавать необходимые для жизни вещества. Используя энергию света или химические реакции, они синтезируют собственные питательные вещества, что делает их практически автономными. Это удивительное свойство открывает новые горизонты в понимании того, как жизнь может существовать и адаптироваться в самых непредсказуемых условиях. Но прежде чем мы продолжим, возникает еще один интересный вопрос. Как эти удивительные существа вообще попали на Международную космическую станцию? Как они туда попали? Неожиданные источники жизни на МКС. История появления микроорганизмов на борту Международной космической станции не менее захватывающая, чем их удивительная способность к выживанию.
Первоначальные гипотезы указывают на то, что многие из них были случайно занесены человеком. Перед запуском экипажа и оборудования не всегда удается полностью стерилизовать все поверхности, что создает возможность попадания микроорганизмов на станцию. Обычные пылинки, плавающие в кабине, могут содержать бактерии и споры грибов, которые без особых проблем находят свое место в новом космическом доме. Однако человеческий фактор не единственный источник. Некоторые микроорганизмы могут попадать на станцию из-за частиц космической пыли и метеоритной активности, принося с собой не только органические соединения, но и незваных пассажиров. Такое присутствие микроорганизмов из космоса открывает перед учеными новые вопросы о возможности транспортировки жизни между планетами и другими небесными телами. Ведь если они смогли выжить в условиях космического холода и пустоты, то, вероятно, могут адаптироваться и на других планетах. Неожиданным источником микроорганизмов может быть и вода. В системе жизнеобеспечения станции используются специальные баки с водой, которые могут стать временным пристанищем для микроорганизмов, способных развиваться в таких условиях. Несмотря на все предосторожности, вода все еще остается потенциальным транспортным средством для бактерий и грибков. Этот факт делает их появление на станции не только удивительным, но и весьма обоснованным. Эти неожиданные источники жизни в космосе поднимают вопрос о том, как эти микроорганизмы влияют на здоровье астронавтов и каким образом их присутствие может повлиять на будущие космические миссии. Невидимая угроза. Как микроорганизмы влияют на здоровье космонавтов? Микроорганизмы на борту Международной космической станции представляют собой невидимую угрозу для здоровья космонавтов. Хотя эти крошечные обитатели космоса демонстрируют удивительную выносливость, их присутствие может привести к серьезным проблемам для экипажа. Некоторые микроорганизмы, например, грибы рода Aspergillus, известны тем, что продуцируют токсины, которые могут вызвать аллергические реакции и респираторные заболевания у людей. В условиях замкнутого пространства станции, где системы вентиляции и фильтрации активно циркулирует воздух, даже небольшое количество спор может стать причиной возникновения инфекций или других проблем со здоровьем. Кроме того, бактерии, такие как Bacillus, могут способствовать ухудшению состояния обшивки и оборудования станции, вызывая коррозию и разрушение материалов. Это создает дополнительные опасности для безопасности миссии, так как может привести к неисправностям в критически важных системах. Не стоит забывать и о потенциальном влиянии микроорганизмов на иммунную систему космонавтов. Долгое пребывание в условиях микрогравитации само по себе ослабляет иммунитет, а присутствие бактерий и грибков может усугубить этот процесс, делая астронавтов более уязвимыми к инфекциям. Поэтому на станции поддерживается строгий контроль за микробиологической безопасностью, и постоянные исследования ведутся для разработки новых методов борьбы с этой угрозой. Несмотря на все эти вызовы, МКС продолжает функционировать, предоставляя ученым возможность изучать эти микроорганизмы и разрабатывать способы защиты экипажа. В следующих экспериментах ученые надеются понять, как еще более точно контролировать эти формы жизни и какие меры могут быть предприняты для предотвращения их негативного влияния на здоровье людей в космосе. Эволюция в космосе. Адаптация за гранью понимания. Эти обитатели МКС, микроорганизмы, поражают своим умением к быстрому эволюционированию и адаптации к экстремальным космическим условиям. В условиях микрогравитации они ускоряют обмен веществ, что позволяет им быстрее адаптироваться к радиации и другим враждебным факторам. На Земле эволюция может занимать миллионы лет, но в космосе для микроорганизмов процесс идет совершенно иными темпами. Такая быстрая адаптация объясняется тем, что многие из них обладают феноменальной способностью к генетическим мутациям. Ученые установили, что радиация и другие факторы космоса способствуют ускоренному изменению генома бактерий и грибов. Это приводит к тому, что колонии, находящиеся на МКС, демонстрируют новые свойства и навыки, которых у них не было при попадании на орбиту. Например, грибки и бактерии могут развивать устойчивость к антибиотикам или изменять метаболизм, чтобы питаться новыми типами органических соединений. Такая быстрая эволюция представляет собой как вызов, так и уникальную возможность для научных исследований. Каждое новое поколение микроорганизмов на станции — это своего рода живая лаборатория, где ученые могут наблюдать процессы, которые на Земле остаются практически незаметными. Благодаря этим наблюдениям они могут лучше понять, как жизнь может существовать за пределами нашей планеты. Тем не менее, каждое открытие требует осторожности. Эволюция в космосе может привести к появлению новых видов микроорганизмов, чье поведение и влияние на человека остаются загадкой. Именно поэтому исследования на МКС не только продвигают науку, но и напоминают о важности бдительности и ответственности при изучении неизвестного. В следующем разделе мы посмотрим на то, как эти микроорганизмы могут повлиять на наши будущие миссии по освоению космоса. Загадочные микробы. Как они могут помочь в будущем освоении космоса?
Заглянем в будущее исследований космоса и узнаем, как загадочные микробы могут сыграть ключевую роль в освоении других планет. Несмотря на их репутацию потенциальных угроз, микроорганизмы также обладают огромным потенциалом для помощи в космических миссиях. Некоторые из них могут быть использованы для разработки более эффективных способов переработки отходов на борту космических кораблей. Например, бактерии, способные разлагать органические остатки, могут помочь создать замкнутую экосистему, в которой отходы превращаются в полезные для человека вещества. Кроме того, ученые активно изучают возможность использования микроорганизмов для получения кислорода и пищи на других планетах. Некоторым бактериям и водорослям по силам эффективно преобразовывать солнечную энергию в кислород, а также производить биомассу, пригодную для употребления в пищу. Эти процессы могут стать основой для самодостаточных колоний на Луне или Марсе, где поддержание жизни исключительно за счет ресурсов, привезенных с Земли, крайне затруднительно. Кроме прикладного использования, микроорганизмы также могут помочь в поисках внеземной жизни. Их удивительная способность к выживанию в экстремальных условиях вдохновляет ученых на изучение возможности существования подобной жизни на других планетах. Понимание того, как такие организмы выживают и адаптируются, может помочь разработать более эффективные методы поиска жизни за пределами Земли. Таким образом, столь незначительные на первый взгляд существа являются ключом к разгадке многих загадок космоса. В будущем исследования космоса их значение только возрастет, открывая новые горизонты для человечества. Но прежде чем мы двинемся дальше, давайте узнаем, как ученые борются с этими микроорганизмами на МКС. Мы не одни. Могут ли эти микроорганизмы выжить на других планетах? А возможность выживания микроорганизмов с Международной космической станцией на других планетах — это истинный научный вызов и одновременно шанс для изучения природы самой жизни. Эти крошечные обитатели космоса показывают удивительную стойкость, которая вдохновляет ученых на мысли об их способности выживать и вне нашей Солнечной системы. В суровых условиях космоса на борту МКС они демонстрируют феноменальные способности к адаптации и выживанию, которые могут быть ключевыми и на других небесных телах. Некоторые из микроорганизмов, найденных на МКС, способны выживать даже в условиях радиации и температурных крайностей, что делает их потенциальными кандидатами на выживание на Марсе или спутниках Юпитера, таких как Европа. Например, бактерии рода Bacillus могут формировать споры, которые защищают их от жесткого ультрафиолетового излучения и экстремальных температур. Эти споры могут быть способными возобновить жизнь даже после длительного пребывания в ледяной пустыне или на раскаленной поверхности. Более того, грибы рода Aspergillus, обычно встречающиеся на МКС, развивают уникальные пигменты, защищающие их от ультрафиолетовых лучей. При изучении таких адаптивных механизмов ученые могут разрабатывать технологии, которые помогут будущим космическим миссиям, например, при создании защитных покрытий или средств, облегчающих адаптацию к местным условиям других планет. Понимание того, как эти организмы питаются, размножаются и выживают в экстремальных условиях, может привести к новым открытиям в биотехнологии. Таким образом, микроорганизмы на МКС — это не просто обитатели космоса, но и проводники в неизведанные миры. Они могут предложить нам подсказки к тому, как жизнь может существовать в самых неожиданных уголках Вселенной. Эти исследовательские возможности усиливают наше стремление исследовать другие миры и искать признаки жизни за пределами Земли, подчеркивая, что даже на межпланетном уровне мы, возможно, не одни. Технологии борьбы, как ученые контролируют жизнь на орбите. На борту Международной космической станции контроль за микроорганизмами становится одной из главных задач ученых. Учитывая их невероятную способность к адаптации и потенциальные угрозы, важно поддерживать строгую микробиологическую дисциплину. Одним из основных методов борьбы с микробами является использование ультрафиолетового излучения. Регулярная обработка поверхности станции ультрафиолетом помогает уничтожать бактерии и грибки, предотвращая их размножение. Кроме того, важным аспектом является поддержание строгой гигиены среди экипажа. Космонавтам необходимо регулярно дезинфицировать руки и рабочие поверхности, чтобы минимизировать риск распространения микроорганизмов. Используются особые фильтры и системы вентиляции, которые постоянно очищают воздух, уменьшая количество микробов, плавающих в замкнутом пространстве станции. Еще одним интересным решением является использование антимикробных материалов в строительстве интерьера станции. Эти материалы способны препятствовать росту микроорганизмов, предотвращая их распространение и образование колоний. В борту постоянно проводятся тесты на присутствие микроорганизмов, анализируется их видовой состав и поведение, что позволяет своевременно реагировать на любые изменения.
Но самые передовые методы борьбы связаны с биотехнологиями. Ученые исследуют возможность использования генетически модифицированных микроорганизмов, которые могут быть внедрены в экосистему станции для уничтожения опасных для человека видов. Это создание своеобразных биологических чистильщиков позволяет упростить задачу поддержания гигиенической чистоты в космосе. Изучение этих технологий не только помогает сохранить здоровье космонавтов, но и открывает путь к разработке новых методов борьбы с микробами на других планетах. Возможности применения подобного подхода в будущем могут значительно повысить безопасность и комфорт космических миссий. Что ждет впереди? Неожиданные открытия и их последствия для человечества. Будущее исследований микроорганизмов на Международной космической станции обещает открыть новые горизонты и принести неожиданные открытия, которые повлияют на все человечество. Эти крошечные обитатели космоса демонстрируют невероятные способности к адаптации, и их изучение может привести к разработке новых технологий, полезных для жизни на Земле и в космосе. Одним из важных направлений является изучение их генетических изменений, которые происходят в условиях микрогравитации и радиации. Это может привести к созданию устойчивых к экстремальным условиям штаммов, которые смогут помочь в решении проблемы выживания в космосе. Важной задачей остается исследование возможности использования микроорганизмов для создания автономных экосистем. Это откроет возможность для длительных космических миссий, где все жизненно важные ресурсы будут производиться непосредственно на борту. Например, бактерии могут производить кислород и перерабатывать отходы, а также служить источником пищи. Такие системы будут особенно полезны для колонизации других планет, где ресурсы ограничены. Также микроорганизмы помогут в разработке новых методов защиты от радиации. Например, пигменты грибков, защищающих от ультрафиолетовых лучей, могут быть использованы для создания новых материалов, которые будут защищать не только космические корабли, но и людей. Эти исследования не только способствуют научному прогрессу, но и поднимают важные вопросы о нашей способности адаптироваться к новым условиям. Открытия, сделанные на борту МКС, могут изменить наше понимание жизни и возможности ее существования за пределами Земли. Таким образом, микроорганизмы становятся не только объектом научного интереса, но и ключом к будущему человечества в космосе. И, возможно, именно они помогут нам сделать первый шаг к обитаемым колониям на других планетах.